Всем привет, друзья! В сегодняшнем ролике давайте поговорим об одном микрофоне AC Electronics из подписной серии Руперта Нива AC Electronics RTN. Поехали! Перед тем, как углубляться в строение самого микрофона, давайте немножечко поговорим о комплектации, потому что она здесь действительно богатая. Распахнули мы этот монолитный кейс, друзья. Так, давайте вернем на место сам, я напомню вам, микрофон. Вот он идет в таком деревянном футлярчике, помимо уже имеющегося кейса. И здесь мы с вами видим, самое интересное, это, конечно же, ключики, на которые этот кейс можно запереть при желании. Также здесь мы видим внешний блок для питания и усиления сигнала с микрофона. Провод специальный, многожильный, многоконтактный для подключения микрофона к внешнему блоку. Там же у нас лежит провод питания для запитки внешнего блока. Здесь мы видим всякую бумажную мишуру, это наклейки и руководство. И тут у нас еще есть держатель в виде паука и дополнительные резинки для этого самого паука. Как я уже сказал ранее, RTN является пополнением подписной серии Руперта Нива и AC Electronics. Среди микрофонов той же серии есть RN17, также конденсаторный микрофон, но обладающий малой диафрагмой. В народе такие микрофоны часто называют карандашными, а также RNR1, являющийся уже преобразователем ленточным. Основной фишкой микрофонов подписной серии Руперт Нив является внимание к деталям и мелочам, как со стороны инженеров Руперт Нив Designs и AC Electronics, так и со стороны, собственно, руководства. Как итог, внутри RTN мы имеем полностью дискретную электронику класса А. Здесь мы с вами сможем найти и отобранную вручную малошумную лампу ECC82, и выходные трансформаторы от Руперт Нив Designs. Внешний источник питания также обрадует нас своей начинкой. Здесь мы можем обнаружить уже второй фирменный трансформатор от Nif Designs, а также несколько сделанных вручную операционных усилителей, используемых во флагманской консоли Rupert Nif Designs 5088. Как всегда в таких случаях делается, основное управление с микрофона перекочевало у нас на внешний блок. Изменение доступных параметров реализовано на 3 переключателях. Первый отвечает за обрезной фильтр на частоте либо 40, либо 80 Гц. Второй позволит либо усилить, либо наоборот ослабить сигнал с микрофона на 12 дБ. А третья, поворотная ручка жесткой фиксации, позволит изменять направленность микрофона. Всего доступно 9 вариаций от круга, кардиоиде и до 8. Теперь давайте вернемся назад к микрофону и получше взглянем на капсуль. По словам производителя, это самый лучший и наиболее сложный из всех капсулей, которые когда-либо делали в AC Electronics. Диаметром в 1 дюйм двойная позолоченная мембрана, настроенная индивидуально каждая на заводе, поможет более естественно передать источник, который вы будете записывать с помощью этого микрофона. Даже цельнометаллический корпус, помимо эстетической, несет в себе очень важную функцию. Он помогает эффективно отклонять любые электрические помехи и шумы. На официальном сайте AC в разделе серии Руперта Нива можно найти целое видео записанной джазовой композиции. Там использовались новые микрофоны от AC, в частности, микрофоны Руперта Нива и RTN, которые мы сегодня с вами рассматриваем. Where mockingbirds used to sing, and I'd love to see that lazy Mississippi running right to spring. В частности, с помощью того же RTN был записан вокал в этом ролике. На SoundCloud AC Electronics мы сможем найти трек вокала, но уже изолированный, без общего микса. К сожалению, инструментальных демо с RTN у меня найти не получилось в интернете, и эту ошибку надо исправлять, поэтому я предлагаю вам сейчас вместе со мной послушать, как этот микрофон будет писать акустическую гитару.
Интересная особенность, которая сразу же бросилась мне на глаза, это максимальный запас по звуковому давлению. Здесь он достигает 151 дБ. На самом деле это, наверное, первый микрофон на моей памяти с такой большой цифрой. С динамическим диапазоном тут также все отлично. 133 дБ позволит уловить даже самые тихие нюансы голоса, ну и инструментов. Настало время финального теста, друзья. Слушаем RTN на вокале. Walking around with my little rain cloud hanging over my head, and it ain't coming down. Where do I go? Give me some sort of sign. You hit me with the lightning, maybe I'm come alive. Hard times, gonna make you wanna why you even try. Hard times, gonna take you down and laugh when you cry these lies. And I still don't know how I even survive. Hard times, and I gotta get the rock bottom. Tell my friends I'm coming down. We'll kick it when I hit the ground. Tell my friends I'm coming down. We'll kick it when I hit the ground. 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 Что хочется сказать в итоге? Микрофон дорогой. Очень дорогой. Цену его я озвучивать не буду. Мы все ссылки дадим в описании, как всегда. Можете сами зайти и посмотреть, потому что если я произнесу ценник, у меня снова пойдут слезы из глаз, как это было в начале ролика. Это осталось за кадром, к счастью. Стоит ли новый флагман SE своего ценника? Ну, вопрос хороший. И искать ответ я предлагаю всем вместе в комментариях. В любом случае, напишите, как вам звучание сегодняшнего микрофона и можно ли его сравнивать с какой-то винтажной, старомодной, аналоговой классикой микрофоностроения, потому что RTN, он все-таки изначально задумывался как нечто выдающее тот самый винтажный, такой старый микрофонный звук. А на сегодня, собственно, все. Ставьте лайки, если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями. Впереди много нового, интересного и, главное, музыкального. Всем пока! Друзья, честно говоря, это первый микрофон с такой, поистине ошеломляющей... Первый микрофон с такой действительно колоссальным... Первый раз вижу микрофон с такой действительно...